Что ни говори, а классика – благодатная пища для ума, души и сердца. Возвращаясь к ней в разном возрасте, неизменно открываешь все новые грани смысла и смотришь на предлагаемые обстоятельства под другим углом. Вот почему классику полезно не только перечитывать, но и пересматривать. Начать предлагаю с наиболее удачных, по моему мнению, экранизаций русской классической литературы. «Война и мир», 1965 год, открывает список экранизаций классики знаменитая киноэпопея Сергея Бондарчука, над которой он непрерывно работал в течение 7 лет. Картина вообще могла не выйти в свет, поскольку в разгар съемочного процесса режиссер едва не умер от остановки сердца. Некоторые батальные сцены были сняты с вертолета, а также с помощью специальной камеры, которую крепили к канатной дороге на высоте 300 метров. Для съемок первого бала Наташе Ростовой, ассистентом оператора, пришлось возить его на роликовых коньках, ловко лавируя между вальсирующих пар. Бородинскую битву снимали под Дорогобужем, в долине Днепра. Именно там отыскали подходящий рельеф местности. В этой сцене были задействованы 15 тысяч пехотинцев и 950 кавалеристов. Боевые статисты ежедневно отрабатывали военные приемы и все как один шли в атаку. «Тихий Дон», 1957 год. Это грандиозное кинополотно ждало своего звездного часа долгих 16 лет. Причиной тому конфликт, неожиданно вспыхнувший между автором романа и Иосифом Сталиным. И тем не менее Михаил Шолохов принимал деятельное участие в создании фильма. Именно он посоветовал обустроить литературную казачью станицу на хуторе Диченск, неподалеку от города Каменска-Шахтинского. Здесь были старательно возведены казачьи курени, майдан с храмом, немного в отдалении усадьба Листицких и даже целый вокзал. Актерам пришлось провести колоссальную подготовительную работу. Так Петр Глебов, Григорий Мелехов, с нуля освоил мастерство конного наездника, а Элина Быстрицкая, Аксинья, стирала грязное белье в ледяной воде и носила на плечах коромысло с неподъемными ведрами. «Жестокий романс», 1984 год. Фильм, снятый по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница», и сегодня многие смотрят с интересом. Но мало кто знает, что во время съемок сыгравший Карандышева Андрей Мягков чуть не погиб. По сюжету его герой подплывает на лодке к пароходу. Актер не заметил, что подошел слишком близко. И в это время лопасти судна образовали воронку. Лодка перевернулась, и актер у всех на глазах ушел под воду. К счастью, Мягкову удалось выбраться живым и почти невредимым. Он отделался лишь царапиной на руке. Ну а Никита Михалков немного переусердствовал с вживанием в образ взбалмошного барина Паратова. Периодически он устраивал съемочной группе банкеты. А однажды, получив лицензию на охоту, актер отправился в Костромские леса, после чего угощал всех жареной медвежатиной. «Женитьба Бальзаминова», 1964 год. Еще одна экранизация по мотивам сразу 3 пьес Островского, которую мы не имели права обойти вниманием. По сценарию главному герою фильма 25 лет, тогда как сыгравшему его Георгию Вицину 45. Чтобы сбросить вес и выглядеть подтянутым, актер на протяжении месяца в полную силу тренировался с профессиональными футболистами на стадионе. Кроме того, он придумал специальный грим, ставший визитной карточкой персонажа, взлохмаченный рыжий парик и щедрые россыпи веснушек, чтобы замаскировать морщины. Примечательно, что исполнявшая роль маменьки Бальзаминова Людмила Шагалова была моложе Вицина на 5 лет.
Отдельно стоит упомянуть о том, что знаменитую сцену поцелуя с Нонной Мордюковой актерам удалось повторить перед камерой 29 раз. Остальные дубли режиссер забраковал. «Собачье сердце», 1988 год. Список экранизаций классиков многое потерял бы без всенародно любимой киноверсии повести Михаила Булгакова. Шарика в фильме сыграл пес Карай, победивший в честном кастинге среди 20 соискателей. Для большей схожести с бродячим псом ему смазали шерсть желатином и с помощью грима сделали на боку имитацию ожога. Актера на роль Шарикова искали дольше. Его могли сыграть Алексей Жарков и Николай Караченцев, но их обошел никому неизвестный актер казахского театра русской драмы Владимир Толоконников после того, как вдохновенно отыграл сцену ужина в доме профессора Преображенского. И еще один интересный факт заключается в том, что революционные московские улицы снимали в Ленинграде с легкой руки декораторов Причистенко, где доктор впервые встретил Шарика, была перенесена на Боровую улицу, а профессорский дом на Маховой был помещен в Обухов переулок. 12 стульев, 1971 год. Кто только не пробовался на роль Остапа Бендера в этой экранизации. Среди почти 200 актеров можно найти имена Владимира Высоцкого, Спартака Мишулина, Евгения Евстигнеева, Алексея Баталова, Михаила Казакова и даже Муслима Магомаева. Однако Леонид Гайдай был пленен типажом грузинского актера Арчила Гамиашвили, который уже давно с аншлагами играл великого комбинатора в театре города Поти. Кстати, сам артист поступил в духе Остапа, скинув на пробах лишних 10 лет. Стулья тоже потрепали режиссеру нервы. Гайдай вознамерился отыскать подлинный гарнитур работы знаменитого мастера Гампса, но единственная найденная его обладательница наотрез отказывалась расставаться с имуществом. В итоге искусные копии сделали мебельщики в Арабских Эмиратах, а после съемок режиссер выкупил уцелевшие экземпляры. «Идиот», 1958 год. Прежде чем экранизировать этот роман Достоевского, Иван Пырьев собирался с духом 10 лет. Во многое причиной душевных терзаний стали долгие поиски актера на главную роль. И нашел он его на кинопробах картины 41 Григория Чухрая. Начинающий актер Юрий Яковлев прослушивался на роль говорухи-отрока, которую в итоге отдали Олегу Стриженову. В тот момент Пырьев и уловил на себе взгляд князя Мышкина. Самому Яковлеву этот персонаж дался тяжело. Как-то раз он заметил, что люди на улице шарахаются от него в стороны. Неудивительно, ведь актер без остановки бормотал под нос текст роли. Но именно ей суждено было прославить его на всю страну. Права на показ фильма выкупила одна американская киностудия. Съемочную группу пригласили полным составом в Голливуд, а Яковлеву предложили роль Иисуса Христа. «Мой ласковый и нежный зверь», 1978 год. Вряд ли 16-летняя Галина Беляева подозревала о том, что исполнит главную роль в экранизации ранней повести Чехова «Драма на охоте» и станет знаменитой актрисой. На тот момент она училась в Воронежском хореографическом училище и мечтала посвятить жизнь балету. Именно этот факт натолкнул режиссера на мысль добавить в фильм сцену с первым вальсом молодоженов. Вышло так, что именно она стала самым запоминающимся моментом фильма, а пронзительный вальс – одной из самых узнаваемых мелодий советского кинематографа. Прежде чем ее сочинить, Евгений Дога дни и ночи проводил в архивах музея Глинки, переслушивал вальсы XIX века, подолгу импровизировал за пианино,
все было без толку. И только накануне съемок сцены с вальсом на композитора снизошло вдохновение. Свой самый знаменитый вальс он придумал за несколько минут. А зори здесь тихие. 1972 год. Этот фильм режиссер посвятил всем женщинам, прошедшим Великую Отечественную войну. Ростоцкий вложил в нее и персональную благодарность одной медсестре, которая несколько километров протащила его на себе после ранения в бою. Более того, фронтовиками были все остальные члены съемочной группы, поэтому 5 актрисам на роли разведчиц пришлось выдержать строжайший отбор. Съемки в натуре проходили в Карелии с ее непролазными болотистыми топями, глухими лесами и крутыми обрывами. Сцена в бане, неслыханная для отечественного кино тех времен, заслуживает особого упоминания. А Ростоцкому понадобилось несколько дней и все его безграничное обаяние, чтобы уговорить девушек сняться нагишом. Он сделал все, чтобы эпизод получился целомудренным, и картина приобрела от этого особую душевность и пронзительность. «Вий», 1967 год. Первый советский фильм ужасов, как и полагается всему, что связано с Гоголем, полон мистики. Тогда еще юная студентка Щукинского училища Наталья Варлей чудом не покалечилась на съемках. Специально для нее был сконструирован подвесной гроб, к которому ее пристегивали монтажным тросом и дополнительно страховали опорой под балахоном. И все же во время очередного полета актриса необъяснимым образом вылетела из гроба с довольно приличной высоты. Если бы не вовремя подхвативший ее Леонид Куравлев, все могло закончиться весьма трагично. Статистов для свиты Вия набирали из спортсменов, цирковых акробатов и карликов. Чтобы снять сцену явления нечисти, пришлось сколотить из досок наклонный макет. Актеры медленно и зловеще сползали по нему, а оператор с камеры нависал над ними на кране. Эффект превзошел все ожидания. Список лучших экранизаций классики на этом, разумеется, не заканчивается. Ведь русская литература всегда была и остается неисчерпаемым источником вдохновения для режиссеров. Предлагаю вам продолжить наш кинообзор. Напишите в комментариях о любимых экранизациях, которые мы забыли упомянуть. Может быть, среди них есть свежие фильмы, оказавшие сильное впечатление и приятно удивившие вас.